Всем привет! Рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня предлагаю приготовить торт, который известен во всем мире. Торт Захер. Это шоколадный бисквит, пропитанный абрикосовым джемом и покрытый шоколадной глазурью. Если вы его еще не пробовали, то очень рекомендую приготовить, тем более, что готовится он очень легко. Начинаем с приготовления бисквита. Шоколад ломаем на небольшие кусочки, к нему добавляем нарезанное на кубики сливочное масло и растапливаем в микроволновке импульсами по 10-15 секунд. Каждый раз хорошо перемешиваем. Также это можно сделать и на паровой бане. Полученную шоколадную глазурь пока убираем в сторону и даем немного остыть. Тесто для шоколадного бисквита готовится очень быстро, поэтому я сразу включаю разогреваться духовку до 180 градусов. Пока шоколад остывает, аккуратно отделяем белки от желтков и начинаем взбивать желтки. Постепенно всыпаем примерно половину от общей массы сахара. Желтки с сахаром взбиваем примерно 7-8 минут до очень пышного и плотного состояния. К желтковой массе добавляем уже остывшую шоколадную глазурь и снова взбиваем миксером примерно 1 минуту до однородности. Тесто должно стать более густым, но легко перемешиваться. Дальше начинаем взбивать белки до хорошей мыльной пены. Затем, не прекращая взбивать, небольшими порциями всыпаем оставшуюся половину сахара. После того, как добавили весь сахар, продолжаем взбивать белки до устойчивых пиков и полного растворения сахара. Теперь белки постепенно нужно добавить в шоколадную массу. Миксер здесь уже не используем, будем замешивать дальше уже лопаткой. Аккуратными движениями снизу вверх перемешиваем тесто. Перемешиваем не очень долго, чтобы белки не потеряли своего объема. Когда белки уже полностью вмешаны, в один прием просеиваем муку и снова аккуратно перемешиваем лопаткой до однородности. Вот такое шоколадное воздушное тесто должно в итоге получиться. Теперь подготовим форму. Диаметр моей формы 20 сантиметров. Можно использовать форму и большего диаметра, просто в таком случае ваш тортик получится чуть ниже. Застилаем форму пергаментом, либо можно смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Здесь делайте как вам удобнее. Выливаем шоколадное тесто в форму и распределяем. К этому времени духовка у меня уже разогрета до 180 градусов. Отправляю выпекаться на 40-45 минут. Конечно, время выпечки у вас может отличаться. Самое главное, первые 20-30 минут духовку не открываем, так как бисквит может опасть. Готовность обязательно проверяем деревянной зубочисткой, она должна оставаться чистой и сухой. Даем ему немного остыть в форме, затем достаем, перекладываем на решетку и оставляем полностью остыть. В дальнейшем его можно будет завернуть в пищевую пленку и хранить в холодильнике до сборки. Когда бисквит полностью остыл, аккуратно срезаем шапочку и разрезаем бисквит на 2 коржа. Как видите, бисквит отлично пропекся и в середине нет сырых фрагментов. Готовится такой бисквит несложно. Если все сделаете по рецепту, то у вас обязательно получится. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, и мы с радостью на них ответим. Теперь берем ту половинку коржа, которая была верхушкой, перекладываем на блюдо или на подложку и ровным слоем наносим примерно половину абрикосового джема. Если он у вас очень густой, то предварительно слегка подогрейте его в микроволновке, чтобы он стал более жидким и его было удобнее наносить. Сверху накрываем второй половинкой бисквита. Кладем ее ровной стороной вверх, чтобы в последующем глазурь легла у нас ровно и красиво. Оставшийся джем перетираем через сито, чтобы он стал однородным, и обмазываем им торт со всех сторон. К
Кстати, по желанию, если у вас нету абрикосового джема, то вы можете взять любой другой, который вы любите. Конечно, готовый торт уже не будет похож на классический вариант, но тоже получается очень вкусно. В таком виде отправляем торт в холодильник на 20-30 минут, чтобы абрикосовый слой хорошо застыл. За это время приготовим глазурь. Шоколад ломаем на кусочки, к нему добавляем сливочное масло и растапливаем импульсами в микроволновке либо на паровой бане, чтобы получилась однородная и гладкая масса. Охлажденный торт достаем из холодильника и перекладываем на решетку. Под решетку я застелила пергамент, чтобы в дальнейшем было легко собрать излишки глазури. Выливаем глазурь на середину торта и палеткой распределяем ее по всей поверхности ровным слоем. Затем торт необходимо снова убрать в холодильник, пока глазурь полностью не застынет. Традиционно торт украшается надписью с названием десерта, но сегодня я решила сделать такие прерывистые линии из остатков глазури. Вы же можете украсить торт на свое усмотрение. Готовый торт аккуратно перекладываем на подложку и можно дегустировать. В заведениях такой десерт подается со взбитыми сливками, поэтому если хотите, тоже можете попробовать. Как я уже говорила, торт получается с насыщенным шоколадным вкусом и легкой фруктовой ноткой благодаря абрикосовому джему. Как вы уже убедились, готовится он быстро, легко и из самых простых продуктов. Поэтому обязательно пробуйте приготовить, я уверена, вы останетесь в восторге. И, конечно же, не забудьте сохранить рецепт, поделиться этим рецептом с друзьями, а также я буду очень благодарна, если в комментариях вы напишите свое мнение об этом видео. Также на нашем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходите и подписывайтесь. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки!